В нашей компании мы все делаем одно большое общее дело. И несмотря на то, что я начальник, я спокойно воспринимаю критику, ну, если она конструктивная. Именно поэтому я это и предлагаю. Спасибо, Жень, я тебя услышал. Может быть, мы попробуем это сделать? Камилочка, в целом я за, но есть нюанс. Понимаешь, да? Ром, это, конечно, все прекрасно, но давай придерживаться изначальной концепции. Как вам идея? Идея супер, Андрюш. Если бы мы были НБА, вот с такими бюджетами. Серег, ну что, круто же? Саш, ну вот скажи, пожалуйста, как я это продам совету директоров? Ладно, хорошо, давай попробуем. Почему нет? Вот с Совия, например, я сразу согласился. Почему? Да потому что он аргументировал. Во. Так что, пожалуйста, приходите, критикуйте. Все ради добрых дел. Вы этого ждали, я этого ждал, и вот наконец-то оно появляется. Мы в чарующем Одинцово, рядом дворец Армада. Ну и, естественно, мы приехали в гости к Василисе Кагановской, Максиму Некрасову. Понаблюдаем, как тренируются ребята, как они готовятся к новому сезону. Он для них будет очень важен. Ну и, естественно, пообщаемся с самими ребятами и их тренером Алексеем Юрьевичем Горшковым. В общем, все как вы любите и как мы любим, естественно. Погнали. Что, Алексей Ильич, давайте итоги сезона подведем. Ну, как бы мне кажется, что Василиса с Максом как бы неплохо провели этот сезон. Качество катания у них росло все время. То есть они, в принципе, от турнира к турниру как бы добавляли. То есть нигде, несмотря там на то, что у нас была небольшая пробуксовочка, потому что Макс заболел, он у нас там прям 3 недели практически свалился, и там проблемка была такого плана, как бы по здоровью, но все равно у них каждый турнир он добавлял что-то для них, поэтому для меня, как бы как для тренера, очень важно то, что они последний турнир провели. Финал Гран-при. И да, то есть финал Гран-при, то, что они провели как бы очень качественно. Для меня это было очень важно, потому что одно дело, когда ты там воюешь за тройку, ты где-то 3-й, 4-й, 2-й, да, а второй момент, когда ты понимаешь, что ты можешь быть как бы лидером в соревнованиях. Для меня было очень интересно ихняя психологическая устойчивость. Вот я очень рад, потому что они не откатались там на 120%, но они откатались как бы на свои 100%. То есть вот это было очень важно, то, что именно как ихняя психологическая устойчивость и то, что они, как они чувствуют друг друга, как они чувствуют ситуацию. То есть мы с Анжеликой очень довольны как бы этим турниром. Ну и потом еще было очень, конечно, интересно с этим, с Кубком Вызова попасть в какой-то стиль. И как бы тоже, мне кажется, что все получилось. Хотя не хватило немножко вот этой работы как бы над этим танцем, но все равно мы же понимаем, что это коммерческий турнир, это немножко другая история. Она тоже больше как бы для развития. Давайте начнем с ваших темпераментов, потому что, мне кажется, вы достаточно разными, так сказать, выглядите, по крайней мере, на льду. Такие две противоположности, можно сказать. Как уживаться двум противоположностям? Насколько это трудно, и, возможно, наоборот, вам это как-то помогает в работе в повседневной и не только. Ну, как говорят, противоположности притягиваются. Ну, я не скажу, что мы противоположности. Ну, веселые. Нет, если говорить как бы по характеру в жизни, то во многом мы все-таки, я бы сказала, в большей степени мы похожи, чем как-то отличаемся друг от друга на льду, может быть, да. Но сейчас, спустя 1,5 года, наверное, находим такое, как общее что-то между друг другом. Общее оно в чем? Раньше мы катались в совершенно разных стилях, а сейчас, я думаю, мы двигаемся уже как-то более в одном направлении и начинаем видеть по-одинаковому, я бы так сказала, все ледовые. В целом, да. Много работы было. Больше понимания приходит друг друга, то есть если раньше бывали, проскакивали моменты, что при постановке там каких-то программ что-то я не могу понять, для меня это что-то слишком новое, слишком странное, потом там... Что-то я не что-то, понимаю. Да, для Максима он стоит такой, что это, а сейчас уже нету такого, я бы сказала. Тебя можно, наверное, назвать таким достаточно уникальным своего рода долгожителем в танцах. Столько лет с Алексеем Юрьевичем, и работа у вас идет, работа идет плодотворно. А
Как это так получилось? Вследствие чего это? Это уникальное взаимопонимание или как так сложилось? Ну, это долгая история. Это было в 2007 году. У меня тогда в одиночном... у меня не получилось сдать зачеты, так как я плохо прыгал. Людмила Михайловна Горшкова мне предложила прийти в танцы. Ну, я, конечно, долго думал с родителями. Ну, так оно и получилось, что закрутилось. Ну, пошли попробуем. Ну, вот так и с 2007 года по нынешнее время я здесь на одном катке. Не, на одном катке с 2004 года. Может, даже 3-го. Наверное, каждый угол знаешь уже здесь. Да я уже всех и администраторов знаю. Всех знаю здесь. Про семью свою расскажи. Кто тебя поддерживает, кто тебе помогает, вдохновляет? Ну, вообще, меня мама отдала. Мне вообще хотел отец в хоккей отдать. Но, как бы, мама преобладала, и она отдала фигурное катание, потому что она хотела научиться кататься. И отдала меня. Хотела сама научиться, Да, отдала сама, тебе. да. Получилось так, что меня отдали. Чтобы я научил потом других. Василиса, ну давай начнем со стандарта. Давай начнем, так сказать, с начала. С детства, с того, как ты попала в фигурное катание. Расскажи, пожалуйста, немножечко об этом поподробнее. У меня ничего интересного, на самом деле. Родилась в Питере, как мне рассказывала мама, как мне рассказывала бабушка. Они вот гуляли с коляской около дома, там, 3 минуты от дома. И там строилось что-то. И такие: о, это ж каток строится. Ну вот будешь фигуристкой. Все, конец. Я жила, я в Питере, получается, до моих 12 лет прожила. И дали на фигурное катание меня только потому, что мне было пешком идти до катка 3 минуты. Танцы на льду достаточно быстро же, получается, в твоей жизни появились. Как так? Почему? Обычно же все-таки немножко, мне кажется, попозже как-то. Я не могу сказать, потому что все сразу видели, что из меня выйдет там какая-то плохая одиночница. Но одиночница, по правде, из меня вышла никудышная. Я до сих пор не умею прыгать, абсолютно. Не люблю прыгать. Все, что связано с прыжками, не знаю, не получается у меня. У меня слишком большая сила притяжения. Но я всегда любила танцевать. В детстве я была очень, я бы сказала, такая, наверное, ленивая. Все одиночницы, там все девочки что-то носились, что-то вот пытались там прыгать. Я вот когда совсем маленькая была, тоже мама рассказывала, то, что я вот так вот доходила на коньках до середины льда, садилась и ела снег, поэтому они такие: будешь танцоршей. Танцорши. Что за стереотип такой, что танцорши ленивые? Тогда, видимо, был такой стереотип. Не знаю, это долго можно рассуждать, там, что, почему. Плюс, как потом мне рассказывала мама, то, что они все-таки смотрели танцы на льду, и танцы на льду как-то больше нравились. Поэтому, просто так получилось, и слава богу, что так получилось на самом деле, потому что танцы на льду люблю действительно всей душой, и прям чувствую то, что это мое, и ни в каком одиночном я бы долго вообще бы не продержалась. Сестра поддерживает, ее муж, бабушка, много кто. Родственники, друзья. Большую роль играют там близкие родственники. То есть семья у тебя так или иначе вовлечена в фигурное катание? Да. Смотрят, ездят на соревнования? Не ездят. У нас есть правило не ездить на мои соревнования. Так, расскажи, почему? Потому что когда-то там вся семья пришла, я плохо откатался. Я им сказал: больше не приходите. И они, с того времени никто не приходит на соревнования. По-моему, только мама смотрит в прямом эфире. Недавно я узнал, что сестра вообще не смотрит в прямом эфире. Она говорит: я не хочу. Говорит: я не могу. Говорит, у меня нервы сдают. И говорит: я не могу. Говорит: я посмотрю только тогда, когда увижу результаты там после 1-го дня, 2-го. Я только об этом недавно узнал. Ее, муж тоже такой: почему мне нельзя? Нет, мы не будем смотреть. То есть даже мужу запрещают? Да, так что все меня так поддерживают. И во время соревнований мне никто не пишет. Тоже у нас такое золотое правило, то есть меня не трогают вообще полностью. До того момента, как я не приеду обратно. Или не докатаю, уже награждение прошло, и только тогда пишут. Даже до этого момента я не отвечаю, ни с кем не общаюсь вообще. То есть это такое, можно сказать, не то чтобы спортивное суеверие, но своего рода правила такие, да, которые позволяют в том числе хорошо выступать. Первый раз я пришла на просмотр к тренеру, когда мне было, наверное, даже 6 лет. Даже еще 7, наверное, не было. Сначала он меня не хотел брать, потому что очень маленькая. Потом он такой: ладно, но нужно выполнить какие-то разряды, потому что у меня там за разряда был юный фигурист или что-то типа того. Но он такой: надо хотя бы, чтобы
У меня последний разряд, по-моему, 3-й или 2-й юношеский в одиночном катании. Вот нужно было его выполнить, поэтому у меня был такой период, что я каталась с партнером, начали как бы скатываться, нам даже поставили какую-то программу, но мы также тренировали и прыжки, и свои одиночные программы, чтобы выступить на соревнованиях для выполнения разряда. Потому что иначе мы просто не имели права кататься в танцах на льду. Вот, поэтому откатали мы оба с моим первым партнером соревнования в одиночном, и все. И уже вот когда мне было лет 7-8, наверное, мы уже прям полностью пришли в группу с танцорами, стали пробовать себя в танцах на льду. Про детский ледниковый период хочется тоже поговорить. Мне кажется, это такое знаковое достаточно было событие в твоей жизни. Возможно, в каком-то смысле этот проект тебя открыл широкой публике. Расскажи, пожалуйста, как это все было и как это все виделось для тебя изнутри тогда? Действительно очень знаковый. Для меня маленькой, вот мне было 12 лет, это был огромнейший опыт, который в дальнейшем помог мне переехать там, в Москву, например, понять, что все-таки может что-то получиться. Конечно, сейчас уже воспоминания немножко такие подстертые из-за того, что совсем маленькая была, но все-таки там были моменты, которые, просто, мне кажется, никогда не забуду. Именно внутренние ощущения, когда ты приезжаешь первый раз в Москву, там проходишь какие-то кастинги, первый раз видишь вживую звезд мира фигурного катания, твоих там каких-то кумиров, на которые ты там смотрел видео, хочешь равняться. Это, конечно, это очень классно. И особенно в маленьком возрасте это прям тебе дает такое переосмысление и взросление в плане того, что многие начинают понимать, что это тебе не шуточки, что ты тут ходишь так на тренировочке. Это все-таки уже такое серьезное дело, и ты должен выбрать, ты идешь дальше, ты развиваешься, или все-таки не готов ты. То есть полноценно, можно сказать, ты определилась со своей судьбой спортивной, благодаря в том числе? Да, наверное, да. Вот именно после этого проекта я поняла, что надо расти, надо что-то менять, и надо продолжать, потому что захотелось действительно именно в этом деле найти себя, становиться с каждым днем лучше и прям связать жизнь, я бы так сказала. После проекта я и переехала в Москву и начала уже более серьезно тренироваться, потому что в Санкт-Петербурге все-таки нет таких условий. Все-таки больше одиночное, парное развито. Да, кстати, еще синхронное катание. На танцы на льду не хватало, когда я каталась, часов. То есть там тренировки могли быть по 45 минут в день всего. Ледовые? Да. Это совсем мало. Это очень мало, и плюс они были поздно ночью, поэтому... Во сколько? Самое позднее это было с 10-15 до 11 вечера. Кошмар. И это дети катаются, да, на таком льду? Да. Поэтому, тяжело. Именно поэтому и было принято решение, что если я хочу дальше развиваться, нужно уже переезжать. И меня отправили. Как вообще проходил переезд в Москву? Забавно. Сейчас я понимаю, что немного стрёмно. Потому что, во-первых, своему папе мы с мамой сказали о том, что мы тут собираемся переезжать там за несколько часов до поезда. Да, но он не знал? Нет. Он меня не отпустил просто. Вы перед фактом уже, да? Чтобы уже невозможно было. Да. То есть мы приняли решение больше с мамой, а папа там уже по факту знал, что... Но он, конечно, на меня не обиделся, на маму, я знаю, обиделся сильно из-за этого. Но потом понял, что так и должно быть. И мы поехали на ночном поезде. Тренировка была в 7 утра. На следующий сразу, То есть да? мы приехали, грубо говоря, на ночном поезде. Это было прям раннее утро, по-моему, 5 утра. И мы сразу поехали на метро на тренировку. Я такая, ладно. Вышли, покатались. И причем я думала, по всем рассказам, которые мне рассказывали, что я там буду одна
кататься, что-то там, ну, на меня, может, там взглянут, посмотрят, нужна я, не нужна. В итоге я выхожу, я помню, Анжелика Алексеевна мне сразу такая, ну вот бери этого мальчика, давайте с ним катайтесь. Я такая, ну, хорошо. В общем, откатали тренировку, пошли разговаривать с Анжеликой Алексеевной. Она такая, ну да, и там, ну, там час перерыва, и сейчас вторая тренировка. Мы такие, ну ладно, хорошо, вторая, так вторая. А когда этого 40 минут льда в день? Да. Ну, я, конечно, понимала, но для меня еще плюс был шок, что сразу, то есть я думала, что, ну вот, меня там первый день посмотрят и примут там решение, надо ли мне вообще, ну, на вторую приходить или не надо. То есть я еще себя морально подготавливала к тому, что, возможно, я обратно сейчас поеду. Ну, Ночным поездом. Ну да, скажут, что не, девочка, ты какая-то, ты нам не подходишь. Вот. Поэтому и после, вот я откатала уже вторую тренировку, тоже пошли там разговаривать. В общем, все хорошо, я там радостная. И мы катались тогда в Мегаспорте. Рядом с Мегаспортом авиапарк, торговый центр. Я помню, мы с мамой туда пошли, сели в какую-то кафешку, она такая, ну давай квартиру искать. То есть мы приехали, ну просто нам идти, грубо говоря, негде. Мы быстро там ищем какую-то квартиру, быстро снять там. Нашли, поехали, посмотрели, такие, все, отлично, живем тут. То есть это было прям очень спонтанно, прям интересный экспириенс. Ну, нетривиальный такой, да. Обычно к переезду чуть-чуть подольше готовятся, чем Да. там, да, за пару часов. Ну, вот так получилось. В бытовом плане насколько легко или, может быть, нелегко проходил переезд? Все-таки другой город, другой жизненный темп по сравнению с Питером? Да мне даже не то, что, ну, во-первых, мне 12 лет было, для меня не было значения, что там вот город Питер или город Москва, где-то мне больше нравится. Мне основное, ну, самое тяжелое было то, что все-таки я начинала жить без родителей. То есть они не собирались переезжать, я переехала с моей бабушкой, и вот первые там неделю мне было классно, я такая, свобода, как хорошо. Никто не контролирует, никто ничего, но потом как бы приходит такое осознание, что вот В общем-то, и я тут как неплохо, бы, да, когда... ну, как-то сижу, вот я тут, ни мамы, ни папы, что-то никого нету, что-то как-то грустненько. Ну, и пришло такое, что вот скучаю сильно, там вечером сижу, понимаю, что вот не хватает. И тяжело было то, что не было какого-то, ну, ни друзей, ни круга общения. То есть у меня там была, вот я в школу как нормальный ребенок в Питере ходила, тут как бы, ну, школа закончилась, тренировки-то не в 11 часов вечера. Плюс у Анжелики Алексеевны тогда была такая взрослая группа, скажем так, взрослые пары катались, и я один такой ребенок пришла, и я понимаю, что, ну, общаться не с кем, но ничего. А это, извини, пожалуйста, это когда еще Беттина была, да? Да, это вот, получается, 18-й год, лето 18-го года. То есть там Алла Лобода каталась, Беттина Попова, там, Соня Полищук. Ну, в общем, такие для меня взрослые люди по сравнению со мной. Поэтому, ну, самое тяжелое, да, это было. И вот как сейчас помню, для меня очень тяжело было, вот, когда я приезжала в Питер и уезжать обратно. Это всегда самое трудное. Да. Ну, сейчас уже, конечно, такого нету. Это через там пару лет я привыкла, прошло. Но вот первые годы это было прям вот тяжело. Особенно, когда я приезжала на какой-то, там, у меня день рождения, я приехала к родителям, со всей семьей сижу, там с какими-то своими подружками встретилась. И вот тут вот этот вот день надо на вокзал, и я такая, блин, тяжело. Ты про школу сказала, что школа закончилась. Это в каком плане? Ну, в плане того, что я до моего, получается, 6 класса я ходила полностью на целый день, на 6 уроков в питерский лицей, такой серьезный. Серьезным обучением. Да, то есть я училась прям как действительно все дети, которые не занимаются спортом. Когда школа отошла на такой второй план, я бы сказала, потому что нету возможности ходить каждый день. Но мы искали как раз-таки школу
с которой можно было как бы совмещать, но мы понимали, что ну, не бывает такой школы, как бы меня никто не будет там одну учить там с 6 вечера до 11 ночи, то есть это никому не нужно, поэтому мы понимали, что пропусков будет много, нужно учиться самой дома. Ну, вот появились репетиторы, ну, для меня, конечно, это было как классно, вот я Как для любого ребенка, конечно. все, нет, отлично, все, мне все нравится, школы нет, вот я катаюсь, ну там потом как-нибудь поучусь. Но это вот был период, вот мой тогда 7 класс, я помню, я даже когда приходила в школу, я помню, я ничего не делала вообще. Ну там учитель что-то говорит, я сижу в телефоне что-то, или я сижу что-то рисую. Ну, то есть прям относилась очень поверхностно, потому что для меня это вот было прям такое свобода. Вот ну, я хочу почувствовать ее. Но потом, слава богу, у меня это закончилось, и я поняла, что надо как-то браться за голову. И начала сама учиться, и пыталась там после тренировок прибегать на последние уроки. Началось совмещение классическое спортивное. Ну да. Сменила 2 школы, получается. Ну вот первую я пошла в такую как бы обычную общеобразовательную, там они сделали специально для спортсменов такой спортивный класс, и уроки чуть попозже начинались. А последняя моя школа, это у меня появилась как бы трудовая книжка, и меня взяли в вечернюю школу. Вот это вот было, конечно, классно. Ну, то есть, если в прошлой там все равно это была как школа с детьми, что ты сидишь, над тобой чей-то рюкзак прилетает, и ты такой, как громко, тут этого не было. Учение проходило действительно вечером, в послерабочее время, и я успевала, там, старалась даже приезжать после тренировок, плюс моими одноклассниками были люди, которые намного старше меня. Как всегда в вечерней школе. Да, вот, и они мне, конечно, очень помогали, все ко мне так прекрасно относились, потому что я единственная, кто была, ну, даже несовершеннолетней еще, вот. И учителя, конечно, по-другому относятся к учению, потому что там они понимают, что не надо не заставлять никого. Людям это самим все-таки надо, люди сами приходят. Распорядок дня у вас как выглядит? Тренировочный день, если описать, какой он будет? Смотря где. По порядку. Начнем с Одинцова. Хорошо, давай, начинай. С самого подъема? В 7 утра я встал. Во всех подробностях, пожалуйста. Что я делал? Максим, как специалист по Чем Одинцову, давай. завтракал? Чайку. В 8 утра у нас разминка, там минут 45. В 9 на лед, до 11 мы катаемся. После 11 у нас всегда по-разному. То есть в понедельник, среду и четверг у нас ФП. Иногда в четверг у нас Амира танцы. А вторник, пятница у нас хореография. И в воскресенье катаемся. В субботу у нас выходной. А если мы катаемся по-другому, на кристалле, то у нас в субботу мы с утра катаемся, а в воскресенье отдыхаем. Так что иногда у нас А нет иногда не выходных. отдыхаем. И когда одно накладывается на другое, получается Да. работа Ну да, без как вот выходных. сейчас. Например. А почему именно сейчас, казалось бы? Ну, в мы и в сезоне субботу надо? катались, в воскресенье покатались, и вот новая неделя, а мы еще катаемся. Ничего себе. Ну, кстати, это часто заблуждение, то, что межсезонье начинается как такой спад тренировочный, то, что тренировок меньше. На самом деле, наоборот. Еще Тренировок, больше. да, больше, чем в сезоне, потому что в сезоне все-таки больше нагрузка, то есть прокаты катаешь, Ну, у тебя быстрее все уже устаёшь. стабильно, все стоит, ты знаешь, что ты делаешь, ты знаешь, что в зале сделать. А тут надо что-то новое придумать. Ну, надо И с утра ставить. начинаешь, в 8 утра приходишь, И Так. думаешь, да, напряженно. давай там сделаем вот эту поддержку. И пошло-поехало. И вот так весь день. Звучит грустно. Да нет, весело. А почему именно вот сразу после сезона это начинается? У меня просто было ощущение, ну я просто так со стороны сужу, что когда начинается уже постановочный процесс, уже после отпусков и всего такого, начинается вот прям работа мощная. Или она прям вот сразу как Нет, она заканчивается последний сразу старт? начинается. Ну, мы стараемся до отпуска сделать все, хотя бы какой-то скелет, там, макет, чтобы у нас он был, а приехать на сборы и уже просто его пичкать разными штуками, дорабатывать с хореографом по максимуму. Самая большая такая работа, как мне кажется, это больше все-таки, повторюсь, не в сезоне, а в межсезонье, потому что вот сейчас, когда идет постановка, у нас как бы большой объем работы, но она не такая тяжелая, как при подготовке к соревнованиям. То есть мы там можем какое-то время постоять, что-то подумать, что-то поставить, но из-за этого увеличивается как бы часовое количество льда, а потом
после там отпуска на сборах это становится еще в 2 раза тяжелее, потому что количество льда пока что уменьшить не получается, но уже начинается как такая прикатка программ, поэтому... Но я вот больше люблю, когда уже сезон идет, межсезон я не очень люблю, если честно. Тяжело, правда. То есть, получается, примерное понимание по программам у вас есть уже на следующий сезон? Мгм. Не буду говорить, естественно, не буду спрашивать, точнее, именно, что Да мы конкретно. все равно мы не не расскажем. Я поэтому и не спрашиваю, да. Ну. Просто хотелось бы узнать по поводу стилистического такого разнообразия, потому что в этом сезоне у вас были достаточно разные по темпераменту программы. Был такой характерный Элвис и мягкая тягучая соната. А в новом сезоне будут новые какие-то образы, новый выход, можно сказать так, из зоны комфорта? Или все-таки вы определились уже более-менее со своим стилем, что вам ближе? В этом сезоне будет еще более разноплановые программы, я бы сказала, еще больше будет контраст, чем даже в этом Ну, сезоне. В этот раз, да, Это будет вот большой контраст. Прям Очень огромный. большой. О, да. Большой, то есть тогда был большой контраст, а сейчас? Еще больше. Да, правда. Со стилем не могу сказать, что мы вот определились. Мы пробуем постоянно разные, и я думаю, Ну вот, и чтобы вы дальше понимали, будем. чтобы мы короткие сейчас придумали, это... Ну, это было тяжко. Ну как, не придумали его, но стиль его мы еще ищем. Одна идейка есть. Ну, при постановке, да, имеется в Мгм. виду, там, какую именно, в какую именно хореографию уйти. Да нет, мы продолжаем пробовать разные. Сколько мы перебрали музыку? Много. На Много. короткий много. Думали С довольно-таки произволка долго. будет тяжелее, а получилось все наоборот. Ну, тем более тему короткого поменяли. Да? 90-е, насколько вообще интересная тема, насколько она близка вам? Интересная тема. Очень Мгм. много разной музыки. Да. Начиная от хауса, заканчивая... И заканчивая. Заканчивая, да. Нет, Ну, как просто в уже прошедшем сезоне были даны больший промежуток по времени, то есть это у нас 50-е, 60-е, 70-е, вроде как бы большой промежуток времени и музыки очень много, но дали всем же определенный как стиль, в котором должна быть поставлена программа, то есть это должно быть прям веселое, танцевальное. В этом же сезоне небольшой промежуток времени, но Очень много разных стилей. Да, они разрешили брать совершенно разные, там от какого-то диска до тяжелого гранж-рока, поэтому от этого это очень классно. Как бы спасибо большое. Ну, долго выбирали, но сейчас уже нашли. Работаем, думаем. Без выходных. Как ощущение от сезона, от прошедшего у вас? Насколько его оцените для себя? Все-таки дебютные, тем не менее, настолько высокие результаты вы показали. Ну, хороший сезон. Довольно-таки. Неплохой. Хороший, стабильный, ну, практически стабильный. Ну, со своими, да, каким-то... Одним косячком. Ну, Со не своими будем это сложностями, больше вспоминать. радостями. Но сам вспомнил, тем не менее. Ну, До сих пор настолько не отпускает чемпионат России, что ли? да не, уже отпустил. Да, нет. То, Просто- что было, то прошло. Да, правильно. Вот. А так, в целом, ну, на самом деле, если посмотреть, переосмыслить, то действительно сезон классный выдался. Оправдал наши ожидания, если так можно сказать. Расскажи, пожалуйста, про семью, про свою. Я так понимаю, мама и папа остались в Питере? Да, вся семья. У меня сейчас вся семья в Питере находится. Я, по факту, в Москве, ну как, одна. В Одинцово одна. Ну, ничего. Мама, папа, брат, все они... Ну, я сразу понимала, что никто всей семьей переезд это очень тяжело, это сверх такого не будет, с этим надо просто это понять, простить, смириться, не знаю. И я поехала с бабушкой, и до моих 16 лет я жила вместе с ней, вот, а потом она тоже переехала обратно в Питер, да. Родители поняли, что в целом я одна справлюсь. Ну, конечно, папа не хотел, чтобы я одна оставалась совсем, опять же, но я такая, нет, все, я справлюсь, я вот буду одна, все, никого мне не надо, хочу одна жить. В целом прям вся семья действительно в Питере.
Они у Тети, тебя со спортом дяди. связаны как-то? Или... Никак вообще. Я единственная спортсменка в семье. У меня мама там, когда была маленькой, лет 7 ей 8 было, пошла 1 год, сходила на спортивную гимнастику. В итоге, мама, прости, я надеюсь, можно рассказать эту историю, и я правильно ничего не перепутала, но вообще она мне, я помню, рассказывала то, что моя бабушка не захотела шить юбку на выступление, и в итоге ее не поставили выступать, но она и закончила. Ну да. Так что я Так драматично единственная. оборвался путь спортсмена. Так что я единственная, у меня еще младший брат сейчас, он тоже у нас фигурист, пока что одиночник, не знаю, пока что или все-таки уговорим его пойти в танцы, или в итоге так и останется в одиночном, не знаю, как лучше, не знаю, как правильно, не знаю, что захочет мне или нет. А родители чем занимаются? Расскажи, пожалуйста. Мама бухгалтер. Не знаю, честно, я не могу точно сказать, там, какой у них вид деятельности. Особенно про папу. Нет, про папу я Тёмный ничего. лес, да. Это вот, мне Чаще кажется, всего, у да. многих семей там... мама там бухгалтер, папа не знаю, честно, вообще не знаю, кем работает. Кем-то работает, и хорошо. Поэтому не спрашивайте меня. Тогда давай я тебе. В какой момент пришло у тебя осознание того, что ты действительно можешь многое в спорте? То есть прям вот осознание своей силы какой-то внутренней, что ли? Да у меня до сих пор, наверное, нет осознания. Да, наверное. Я просто поняла, что мне нужно много работать. И прямо-таки осознание вот этой вот, то, что нужно действительно работать много и тяжело, пришло даже не до переезда в Москву, а после переезда в Москву. И именно Анжелика Алексеевна мне показала то, что тут просто за красивые глазки ничего не получится. Тут действительно надо, чтобы кем-то стать, очень много работать. Потому что каким бы талантливым, не знаю, классным ты мог быть, если ты не будешь это развивать, если ты не будешь упахиваться на тренировках, ничего не выйдет, собственно. И я поняла то, что не я там что-то могу классно добиться, я поняла, каким образом и что я должна делать для того, чтобы у меня был шанс достигнуть каких-то высоких результатов. Ожидали, что будете, в принципе, так высоко сразу сходу? Потому что обычно же все-таки нужно время как-то показаться публике, судьям. Мы даже об этом не думали. То есть у нас не было такого, что мы там сидели, что вот мы там должны туда-то попасть, там, туда-то, сюда-то. Мы как бы просто... Изначально была цель хотя бы начать, скажем так, с каждым стартом просто становиться лучше. Вот у нас основные такие задачи были, потому что дебютный сезон, он всегда такой достаточно сложный, достаточно нервный, потому что еще нет такого понимания, там, как кому комфортно на соревнованиях, там, у кого какие там бывают моменты, где там что-то сказать нужно, где, наоборот, промолчать. То есть это нужно было все понять, найти, как правильно. И вот к концу сезона мы прям уже чувствовали, есть полное понимание, как правильно настраиваться, как правильно почувствовать друг друга. Вот, и стало менее нервительно уже к концу сезона. То, как мы выходили на контрольные прокаты, что мы оба стояли такие... Да, еще и первый. Коленочки так дун-дун-дун. Вот. Старались к концу сезона, чтобы от этого уже, конечно, уйти, потому что так не надо. Удалось уйти в итоге? Да, правда, действительно удалось. Так что основные наши цели, которые мы с нашими тренерами ставили в начале сезона, они в целом все были выполнены. И мы этому, да, очень рады. Тем не менее, по поводу результатов, если попытаться проанализировать это, потому что я вот так сходу даже, наверное... Нет, наверняка есть примеры, тем не менее, они на ум не приходят, чтобы сразу в первый сезон и настолько круто выглядеть, и настолько высоких результатов добиваться. Как вы считаете, за счет чего получилось достичь этого? Возможно, вы сами в себе чувствуете нечто такое, что помогает вам в том числе так круто выступать? Здесь, наверное, надо сказать спасибо нашему большому штабу. То есть у нас же, как
большой штаб, и мы за счет них это прогрессировали. Всё. Ну, действительно, нам очень сильно повезло с тем, что у нас есть такая крутая тренерская команда, которая... Вот это два человека, Анжелика Алексеевна и Алексей Юрьевич, которые совершенно разные, совершенно они по-разному... Они даже по-разному думают, все по-разному. Но все равно это сходится в одно единое, и ну вот он и результат. Тренировочный процесс, там, видение каких-то постановках. С каждой со своей стороны они нам дали как бы максимум, и из-за того, что они вот такие вот разные, у нас такой очень большой опыт работы. Ну, то есть сложно рассуждать там, почему, там, как это все получилось. Мы просто работали. Работа принесла результат. Скучно так говорить. Не, ну правда, а что? Ну, я могу сказать, что там медитации какие-нибудь дали душевное спокойствие. Если это правда, то это супер. Там, я не знаю, какие-то духовные практики, но нет, это в основном все делается на льду, в залах, с помощью тренеров, поэтому ничего такого интересного и сверхъестественного, просто работа. О, хорошо. Первый поднаехал на нее немножко, вот, ну, второй по направлению классно. Давайте с музыкой возьмите это. Понимаете, да, то есть не надо суетиться, надо просто вот тот ход, который есть, сохраняем. Немножко через пяточку ты тройку эту сделал, ну так по ребру неплохо. Прям, знаешь, мясо у тебя вот в этом выкрутке должно быть. У тебя неплохо как бы. Норм. Давайте лифт с блоком, да? Давайте прям лифт. Для вас, как для тренера, ребята в этом сезоне в чем улучшились и в чем, возможно, еще стоит прибавлять? Максим очень сильно, причем вот даже, может быть, вот в этом Джокере, даже сильнее всего он проявился, то, что мы поняли, то, что он сделал очень большое движение над собой, очень улучшился именно с точки зрения там работы с лицом, чувства. Мы не говорим о том, что он, например, раньше что-то не чувствовал, да, но смысл в том, что это ты начинаешь уже визуально видеть о том, что от него идет энергия. Василиса много очень работала над техническими моментами и вообще над собой. И они, каждый, чего им не хватало, они очень большой путь прошли оба. Но это не значит еще о том, что они как пара прошли. Они только начинают друг друга чувствовать. И вот я сказал уже о том, что финал Гран-при для тренерского состава, он был для нас очень важен, потому что мы увидели их ровными, правильными, сконцентрированными. Мне кажется, финал Гран-при, он был, наверное, важен. Вот то, о чем вы говорите, я это понял так, что было важно посмотреть, как Василиса и Максим справятся с бременем лидерским. Потому что на финал Гран-при они ехали фаворитами, учитывая состав участников. Мы же знаем, что вот, ну, как, особенно в юниорах это бывает, то есть они наотмашь идут тогда, когда им все равно какие места, и тут очень важные вещи, потому что олимпийские чемпионы все были именно настолько крепкие, надо пройти несколько олимпиад, чтобы понять вот эту сгусток энергии, который над площадкой, и когда человек выходит и понимает, что вся его жизнь сконцентрирована в этих 4 минутах или 3 там проката, да, и ты к этому шел всю жизнь, и вот надо именно в эти 3 минуты выглядеть самым сильным, самым крепким, и только сильные люди побеждали. Они в катании были сильны, в катании было несколько людей сильных, да, но побеждал один. У юниоров бывает так, что они выходят, катаются наотмашь, потому что они, ну как, они еще не в истории какой-то конкуренции, а когда человек начинает считать, это же совсем другое. Под давлением себя иначе чувствует. Чемпионат России в этом плане был каким-то просто случайным недоразумением или как? Ну, вот недоразумение это бывает. То есть он сорвал твизлы, это у него, я не знаю уже за сколько лет он этого не делал. И тут же тоже есть вот эта опасность, когда человек понимает, что у него это хорошо получается, он начинает делать это. Вот где вот эта грань? То есть, ну, в этом же и сила как спорта, в том, что ты должен вот эту грань найти между исполнением, как бы бесшабашно, без этого. В одиночном катании то же самое, прыжка с концентрацией на прыжки, да, и тоже иногда люди падают с беговых. И поэтому для нас было важно, чтобы они откатали чисто, чтобы не было вот этого шлейфа. Наверное, хорошо, что два таких разных по мышлению и по характерам тренера сошлись в вашем штабе. А в чем вообще, так сказать, различие у каждого из них и что от каждого из них основное вы каждый для себя выносите в повседневной работе? Ну, я не то, что скажу цитатами, скажем так, но вот просто что-то вот похожее для меня было самое забавное, когда мы только начинали работать. То есть Анжелика Алексеевна мне всегда
говорила во время тренировок, там, во время каких-то постановок, что вот ты должна быть красивая, ты должна быть идеальная, ты вот должна быть... Любоваться короче собой, говоря, что ли, да, она так? пытается все сделать красиво, Подожди. а мы иногда делаем некрасиво. Подожди. Ну вот. Моя сторона. Для меня самое как бы такое, что просто взрыв мозга и одновременно как бы даже забавно то, что вот я все время от Анжелики Алексеевны слышала вот красота — это главное, вот в тебе должно быть все идеально. И я прихожу к Алексею Юрьевичу, он мне такой вот просто на раскатке говорит: не надо стараться быть красивой, ты и так красивая. Это как бы, забудьте, что вас учили в школе, да, забудьте, что вас учили в университете. Да. И для меня, я стою такая, в смысле? Подождите, нет, как? Я там на заднем фоне несуразно катаюсь. То есть для меня это вот первое мое такое впечатление, вот разность заключается вот именно вот в таких вот контрастах, что то есть Анжелика Алексеевна видит танцы на льду вот так вот, что вот это вот главное красиво, а Алексей Юрьевич, он больше, не знаю, что красота, она придет, главное это больше удобство, главное это какие-то интересные, необычные больше, там, может, даже не очень красивые позиции, но не знаю, как объяснить. Если говорить более понятным языком, Анжелика Алексеевна, она больше уделяет внимание хореографии, это очень грубо говоря. Естественно, техника тоже присутствует, да. но просто если сравнивать, то Анжелика Алексеевна преобладает хореография, а у Алексея Юрьевича все-таки, да, это техническая часть. В тренировочном процессе именно. Максим, тебя Анжелика Алексеевна красивым делает? Каким образом? Рассказывай. Да каждый мелочь. Мы раньше тоже с ним как бы вот этим, но с ней совсем чуть по-другому. Это то, что мне тогда было непривычно, то, что я больше такой в технике, мне вот главное удобство, а тут раз надо сделать еще и красиво. У меня, конечно, был взрыв мозга тогда. А сейчас как бы понимаешь, это все то, что нужно. Мне кажется, под конец сезона на русском вызове особенно получилось и красиво, и технично, потому что, да, вот ваш этот номер про отряд самоубийц, Василиса для тебя привычный, мне кажется, достаточно такой типаж, можно сказать. На льду, по крайней мере, ты всегда выглядишь ярко. А Максим, мне кажется, для тебя было самое настоящее перевоплощение. Я, честно говоря, смотрел, я обалдел, потому что настолько... Да многие обалдели. Особенно, когда сделали волосы, еще и макияж, я просто выхожу, все такие... Боже. Это в хорошем смысле или... Да нет, конечно, в хорошем. Все были в шоке, такие, ладно. Что за мальчик пришел, да? Я ушел в отрыв, в нирвану. Да, нет, и причем, то есть я от многих слышала отзывы, то, что... Чему я очень сильно рада, то, что все очень сильно выделяли именно Максима. Просто никто не ожидал, что я могу на самом деле быть таким. Никто не ожидал, не знаю, я всегда ожидала, я всегда знала. Я же сдержанный, спокойный, застенчивый, а тут, показал своего другого я. Я потому что хорошо знаю человека. Нет, я всегда с самого начала была уверена, что Максим может абсолютно себя показать в любых образах, поэтому мы рады, что действительно получилось именно прям прожить эти образы классные. Я рада, что всем понравилось. И это тоже. Довольно рано стала популярной, достаточно. Тем не менее, потом популярность только увеличилась. Тем не менее, когда в довольно юном возрасте появляется такая известность, это как-то вообще, в принципе, сказывается? Это тяжело? Или, может быть, приходится что-то проходить, ловить себя на каких-то мыслях? Что надо себя осадить в каких-то моментах? То, что популярность пришла очень рано, допустим, если брать тот же самый ледниковый период. Первое, что когда пришла небольшая, но хоть какая-то популярность в социальных сетях за счет этого проекта. С одной стороны, это было немного тяжеловато, с другой стороны, сейчас я понимаю, что это хорошо, потому что сейчас я совершенно по-другому отношусь к такой ненависти в интернете, скажем так. Потому что когда ты в 12 лет открываешь там какие-то комментарии на Ютубе и читаешь про себя такое, что, ты слов-то таких в свои 12 лет не знаешь и значения не понимаешь, но это страшно, это так не должно быть. Но сейчас это действительно
это страшно, но сейчас мне уже ничего не страшно, вот так вот скажем. Ты научилась с Потому этим что- справляться, да? просто? Да, Мгм. это я, рано оно появилось, и, соответственно, у меня было намного больше времени, чтобы с этим справиться и прийти к тому, что ненависть есть, этот хейт, он есть, был и будет. Я уверена, 100% он никуда не уйдет, и с этим нужно просто смириться и действительно совершенно просто не обращать никакое внимание, потому что ты, как бы ты ни старался, ты ничего изменить не сможешь, просто сможешь изменить свое отношение к этому. Ну вот и все. Мгм. А ты сама как-то приходила к этим мыслям в столь юном возрасте, опять же, или, может быть, родственники помогали? Нет, я не скажу, что... Ну, во-первых, я особо никому не рассказывала и не говорила ни с кем об этом. То есть у меня не было такого, что я там пришла, мам, слушай, я тут в Ютубе прочитала, что про Слово тут меня... такое есть, да? Не Да. подскажешь, что значит? Да, то есть такого нет, не помню, такого не было, но не знаю, наверное, больше все-таки сама. То есть у меня был период, когда там в такой разгар, не знаю, можно ли назвать это разгар переходного возраста или нет, но в мои там 14, наверное, 15 лет мне хотелось вот со всеми поговорить. Вот вы мне написали, я такая, я вам сейчас так отвечу. Я не договорила. да, как- Какого фига вы мне такое пишете? Вы не имеете права. То есть мне хотелось, у меня вот было вот это вот чувство справедливости, а почему? То есть они могут, а я вот нет. Я должна доказать, показать, что нельзя такое писать. Нет, я тут себя не на помойке нашла. Но потом это прошло и сошло совершенно на нет. Во-первых, мне стало лень. У меня появилось намного больше дел, и просто перестала хотеться тратить на это свою какую-то жизненную энергию. И то есть сейчас я уже, даже если раньше я там все читала, но мне, не откликалось вообще ничего. Ну вот я просто прочитала, и все, собственно. То есть Есть. да, то есть сейчас я даже уже, честно, не читаю. То есть если раньше я там все какие-то сообщения пыталась, всем что-то ответить, всем там сказать, всем отправить эти все смайлики, сердечки, сейчас я понимаю, что, как бы не хотелось, у меня не получится это сделать, иначе мне придется целыми днями действительно свой досуг проводить вот так, просто вот так вот. Это не очень для меня хорошо, поэтому прекратила вообще какое-либо взаимодействие в каких-то комментариях, и даже перестала, сейчас уже и читать на самом деле. Известность выматывает. да. Не знаю, кто-то говорит то, что обычно вот любят, говорят, что вот пришла вот эта вот популярность, все, забыли всех ваших там поклонников, никому больше не отвечайте. На самом деле это становится как бы очень тяжело. То есть когда тебе пишут там 10 человек в день, ты, да, действительно, вот если ты там никому не отвечаешь, то это для меня немного странновато. Когда это переходит уже там границу 1000, то, не получится, к сожалению. В сутках всего лишь 24 часа. И я еще поспать хочу иногда. Мне кажется, что подобный вид, можно сказать, да, популярности, он в каком-то смысле действительно выматывает. Ты как вообще, в принципе, к этому всему относишься? У меня сложилось впечатление, что ты тот тип человека, который, возможно, даже не гнался за этим. Действительно, правда. Наверное, небольшое желание, как у любого, особенно подростка, там, получить что-то, чтобы про тебя узнали, какие-то там лайки, подписчики в соцсетях. То есть для меня не то, что было важно, этого, может быть, и хотелось, но я не особо что-то делала для этого, скажем так. То есть есть люди, которые для них это цель, и они идут ее добиваются, там что-то делают для этого. Я абсолютно ничего не делала, и вот оно действительно само пришло. Но я не скажу, что я не дорожу тем, что у меня есть, но это разное, конечно. я другое. не придаю этому такое большое значение. У меня все-таки в приоритете немножечко другие цели, больше связанные в плане спорте, со спортом, и это более важно, чем там число там подписчиков в социальных сетях, поэтому я люблю людей, которые за мной следят. Спасибо большое вам всем, что вы есть у меня, но я не буду снимать контент каждый день. Зачарованные возгласы. Я помню, в свое время Василиса говорила в интервью, что редко сталкивается с хейтом. При этом ты, по-моему, в том же самом интервью озвучил, что у тебя такое бывало.
Что это было и как вообще так вышло? Ну, просто так там. Кто-то что-то скажет, ты там начинаешь на себя думать. А сейчас уже не. Мне уже все равно. Что думают, как думают. У меня вон есть большой штаб. Они мне все скажут, правду. Есть от кого послушать, да. Плюс соревнования приезжаешь, еще и семья. Я услышу все, что они думают. А все, что остальные, ну, думают и думают. Мне зачем принимать это близко к сердцу? Комментарии про себя не читаешь? Многие, может, хорошие пишут, кто-то плохой. Ну, как бы оно же всегда так в жизни есть. Даже вон, на работе. Начальник может тебе одно сказать, а другие там за спиной скажут другое тебе. Ну и в жизни хейт есть. Мнение со стороны, я имею в виду, когда говорят, в том числе про вашу пару, и, заслуженные эксперты в том числе, для тебя, в принципе, может быть значимым? Как-то... Это, ну, это другие, это другое мнение. Это не так, чтобы там люди какие-то сказали, а это другие люди. Бывало такое, что ты читал какие-то комментарии и сам для себя действительно что-то подмечал и исправлял? Вот подобного рода. Было. Не буду говорить, кто говорил, но было. Много раз даже было. Подмечаешь, что да, надо вот здесь вот улучшиться, а здесь надо быть поспокойнее. Ну, то есть, все было. Каким партнером ты видишь себя сам? И, возможно, каким партнером ты хотел бы себя видеть? В спорте, я имею в виду, конечно же. Я не знаю, я, наверное, более такой спокойный. Ну, как бы... И все, да? Ну, это вон можно Василисе сказать, она все скажет. Не знаю, для себя бы более раскрепощенно бы. Еще бы больше стал. Ну, хотелось бы. А ты в повседневной жизни тоже такой спокойный, как и на льду? Да, гораздо. Еще более, да? Может, только с друзьями такой на веселье, а так в жизни спокойненький. Пошел, сделал, да и все. Наверное, в связи с этим на льду раскрепощаться немножко трудно. Бывают моменты, да, такие, то, что если говорят сделать, 300 раз подумаешь, как это сделать, как себя выдавить это. По поводу твоих хобби. Расскажи, пожалуйста, какие они? Путешествовать по разным местностям. То есть в основном это горы в приоритете. Не знаю, почему все говорят море. А тебя ввысь куда-то тянет, да? Я вот в горы, и для меня это прям другой отдых. Полазить, посидеть, свой дзень ловишь, там пустота, высоко. Немного высоты-то я и боюсь. Как интересно совпало. Ты в жизни спокойный человек, но при этом тебя тянет в горы. А горы — это не всегда безопасно. Ну ты же выбираешь, где безопасно. Не, ну подъем на Эльбрус не отменяет. Я хочу подняться на Эльбрус, на самую вершину. Хоть я не знаю, как это будет. Проявится ли у меня эта горная болезнь? Нормально ты так раскрепоститься хочешь, да, сразу на Эльбрус? Не, ну кто-то начинает с Килиманджаро. Ну, это совсем... Эверест там. Нет, туда я не пойду. Это страшно. А вот Эльбрус, ну, как бы тоже свои, но все равно ты же под контролем. Надо хоть разок. Из парашюта прыгнуть надо хоть раз. Уже, может быть, изучал что-нибудь в плане подъема на горы? Как это делается? Нет, вообще не изучал. Ну, как бы видео видел, как это люди делают. Ну, то есть это постепенно, но это, по-моему, занимает у них неделю. То есть это постепенно, это каждый этап, там, по-моему, 4 этапа. Каждой высоты, там, день проводишь на одной высоте, день на другой, то есть смотришь за собой. Бывали же многие случаи, когда там у человека вроде все хорошо, а ты поднимаешься практически уже там на этого 5300, там, чуть-чуть, а у тебя горная болезнь, все. Ты должен спуститься А вниз. спускаться тоже непросто. Ну, а спускаться там уже по ситуации. Как это пойдет. Но тем не менее хочешь. Хочу. Я уже был на Эльбрусе, ну только там в предгорье. На Домбае такие средние высота такая. Надо выше. Всегда везде. Угу. Топ-3 мест от тебя, где обязательно нужно побывать. Как от человека, который любит путешествия. Ладно, возьмем еще Ставропольский край, в котором я чаще бываю. Город Кисловодск, долину Рос. Ну, это вот все в нем. Домбай, при Эльбрусе. Забыл одно название, у меня есть фотография, там метка стоит, где стоит лавочка. Там недалеко есть еще качели. Надо, как это? Над пропастью. Это вот такие вот места. Ну и, конечно, там водопады. Кто захочет, тот едет. Обращайтесь. Я направлю. Я даже знаю людей, которые занимаются этим. Я с ними знаком. Я через них это все и делал. Такая экскурсия была. Турагентство Максима Некрасова. Реклама можно? Даже нужно. Я скину инстаграм этих ребят. Вставляйте. Договорились. Про долгосрочные цели давайте ваши поговорим.
Если так вот загадывать, допустим, ну, на какие-то промежутки, я не знаю, допустим, на условную пятилетку, не знаю. А какие для вас вот в этот долгий промежуток времени будут долгосрочные цели? То есть чего добиться? Может быть, какая-то особенно там классная программа? Или, может быть, что-то иное? Улучшаться, улучшаться и улучшаться. С Это и каждым годом. Это и краткосрочная цель. Нет, это не краткосрочно, это наоборот долгосрочно. То есть в каждый год вкладываться еще больше и показывать новые стили. Не в одном стиле сидеть, а пробовать все новое. Ну, чем обычно сейчас и занимаемся. Пробуем все новое. Если из таких неочевидных целей, чтобы было ну, что-то интересное, наверное, сохранить здоровье, скажем так, чтобы была возможность на работу прямо в долгую. То есть даже если брать не... Мне терять нечего, мне уже потрепало. Ну вот Моё здоровье. чтобы больше не трепало. Тебе можно просто улучшаться, да? Я просто получаю. Нет, неправда. Но на самом деле, как бы, это очень важный аспект, про который, наверное, не принято говорить, но действительно... Ну да, здоровье у как бы, нас превыше всего. такая цель, как бы, прям есть, чтобы... Как бы, у многих, на самом деле, есть проблема в том, что не то, что забивают, а забывают про то, что это важно. И если у тебя не будет ресурса, то ты все-таки в какой-то момент, ну, как бы, все, и не сможешь. Поэтому надо действительно это хранить очень бережно, чтобы у тебя была возможность действительно кататься долго, как минимум. Красиво. И технично. Красиво и технично, да. Кстати, когда с Алексеем Юрьевичем обсуждал вашу пару, он как раз именно вот то, о чем ты, Василиса, сейчас сказала по поводу здоровья, он это выделил тоже как ключевую такую цель. Но это действительно, мне кажется, такой достаточно любопытный пункт, потому что обычно, когда спрашивают о каких-то долгосрочных планах, говорят либо да, то, что хотят улучшаться всегда каждый день, либо то, что там чемпионаты мира, олимпиады и так далее и тому подобное. Мгм. И это достаточно интересно звучит. Это как-то и от тренеров тоже идет, я так понимаю, такой посыл. Да, просто это, как мне кажется, как раз-таки ключ к тому, чтобы улучшаться, чемпионаты мира, олимпиады и так далее. То есть без этого не будет ничего другого. Поэтому это такая цель номер один для того, чтобы как минимум улучшаться. Чтобы не было никаких препятствий к этому. Вот так вот, я бы сказала. И на самом деле наши тренеры тоже это понимают, мы это видим. То есть нет такого, что там, идите тренируйтесь день и ночь, неважно, как вы себя чувствуете, главное, катайте 500 миллионов Ну да, прокатов. болит, не болит, там. Да, то есть, наоборот, они как бы даже уже и чувствуют наше состояние, и если они видят, что-то Ну вот прям не всё пошло мы- сегодня, вот уже все, финиш, поэтому и подстраивается как бы тренировочный процесс, вот, за что мы действительно очень благодарны. Тем не менее, если сказать, ну, скажем так, можно сказать совет, что ли, какой-то дать, да, в том числе ребятам, которые, может быть, не пришли еще к этой мысли о том, что здоровье – ключевой момент, как его, в принципе, в спорте сохранять? Прислушиваться к себе, я так понимаю, конечно, это ключевой пункт. Тем не менее, как, в принципе, это осуществить? Спорт – это же, в принципе, наверное, скорее про работу, если не на износ, то близко к этому. Это не то, что на износ, можно работать просто на максимум и при этом не во вред себе. Каждый человек должен с адекватным как бы, мышлением под относиться контролем к, идти. к Ну, то есть тренировкам. не обезбашенным. Бывает такое, что в моменте можно просто забыться, сделать как бы не на 100%, а попытаться там залезть, чтобы вот сделать хотя бы 110%. И ты думаешь, блин, какой я молодец, я вот сегодня так поработал, в итоге на следующий день ты вот так вот просто вот так вот. И ты Ну да, то есть там за выполняешь неделю уже... идешь, потом раз такой в яму Да, провалился. и у тебя, то есть, один день ты выполнил, окей, 110%, в итоге второй приходишь, ты уже на 80% кое-как работаешь. А для чего это? Это же тебе, ну, от этого лучше ты не сделаешь. Просто мне кажется, вот если это каждый день стабильно, там, работать вот до максимума, но правильного максимума, не будет вот такого, что ты проваливаешься в какие-то непонятные ямы состояния, при котором как раз-таки и идет риск получения различных травм. Там, бывает же такое, что ну, такие серьезные травмы можно получить просто по какой-то глупости, потому что просто
ну, ты уже вот, ну, как на ногах не стоишь, ты там с бегового какого-нибудь упал, тут бац, что сломал. Ну, это же, это страшно, и это странно, и это, ну, так не должно быть. У тебя довольно много, в принципе, иностранной аудитории, в особенности испаноговорящей. И я не могу не спросить, меня просили. Тебя очень много в испанских медиа, в том числе, сравнивают с принцессой Леонор, наследницей престола. Замечала ли ты, как реагируешь, и как тебе вообще подобное сравнение? Я заметила, когда наша такая фан-тим команда, он в телеграм-канале выложила страницу газеты, Статью, да, вот эту вот испанскую. И вот тогда я такая, ничего себе, потому что до этого я, честно, я потом уже, после того, как я это заметила, я нашла видео там, где вот сравнивают. Не знаю, я вот у мамы спросила, я прислала мою фотку, ее фотку. Я говорю, мам, ты думаешь, мы похожи? Она такая, ну вот с одной стороны есть какие-то схожие черты, а с другой стороны совсем нет. Поэтому, ну, мне кажется, что с каких-то ракурсов определенных, может быть, и да. Но так все-таки, если прям, ну, просто смотреть, то больше нет, чем да. Ну, то есть я не чувствую, что это и не круто, но не чувствую, что это что-то плохое. Ну, просто, ну, вот оно есть, и, ну, прикольно. Просто прикольно. Просто, ну, да. Только хотел сказать, просто прикольно. Ну, да. То есть все равно мы с ней вряд ли когда-то познакомились. Ну, кстати, не знаю, мало, бывало Ну, я всякое. вас понимаю. Поэтому, ну, эта прекрасная девушка не знает про мое существование. Ну, все впереди. Надо испанский, что ли, начать учить? Да, мне кажется, уже давно пора. Да я английский-то плохо знаю. Максим в одном из прошлых интервью назвал тебя демоном. Согласна с таким определением? Да. Ну нет, действительно, ангелом назвать меня очень тяжело. Я могу быть раздражительной, я могу быть вспыльчивой, я могу быть какой-то гиперактивной, что прям могу, наверное, надоесть, если у меня особенно хорошее настроение. Или я могу, наоборот, уйти, там, закрыться в себе и стоять просто вот, как будто бы я в другом каком-то мире. Ну, Максим же не в плохом смысле. Только в хорошем, разумеется. Да. А Максима ты бы как охарактеризовала? Ну, одним словом, я не смогу, не подберу. То, что мы с ним во многом похожи, наверное, могу сказать, в плане характера. И он довольно-таки закрытый, довольно-таки такой в себе немножко, но если бы он тебе доверяет, то человек открывается совершенно, ну, с другой стороны, с которой он никогда никому не покажет, особенно там на публику, поэтому хороший человек. Это самое главное. Мало кто ждал в прошлом межсезонье, наверное, что в танцах будет настолько мощная конкуренция, что лидеры не будут отрываться от молодых дуэтов, как это было в прежние года, там, ну, на серьезный такой зазор. Когда вы вышли и увидели, что, в принципе, бороться-то реально, бороться можно, бороться дают. Удивились ли вы от этого? И, в принципе, насколько интересно соревноваться в такой обстановке? Я не буду приводить там конкретно пример там нас или ситуацию, вот просто в общую картину. Там выходят молодые дуэты, и ну, они прям классные, они прикольные, они как бы и подбираются ближе. А если вот есть определенные лидеры, и выходит кто-то из молодых дуэтов, опять же, ну, если возвращаться к тому, что все очень любят говорить про как таковую очередь в танцах, не знаю, все-таки я не вижу, что она когда-то, ну, существовала, то есть потому что всегда объективно, ну, как бы лидеры, они на то и лидеры. Они лидеры, потому что они сильнее, они лидеры, потому что они более опытные, более скатанные, более техничные, более артистичные. И почему, если они таковыми являются, не нужно пускать их на свое законное лидерское место только потому, что дорогу молодым. Максим, ты как, солидарен, что очереди нет? Ее никогда и не было. А говорят, было. Ну, то кто-то, может, и говорит. Вы не согласны с этим утверждением так, да? Не знаю, наверное, все-таки больше как бы нет. Как раз таки говорят, что очередь ломается. Ну, а почему она сломалась? Ну, потому что лидер перестал выглядеть техничнее, артистичнее, там, более скатанный и так далее. Вот эти вот все моменты, чем, ну, вот видно то, что там новая какая-то пара
накопила вот этот вот соревновательный какой-то опыт и стала более выделяться. И все такие, о, это вот очередь сломалась. Да нет, просто это вырос там уровень катания. Ну, пришло типа другое поколение, там, ну, Сильная, Просто складная, ну, как бы, да, люди стали как бы сильнее, люди работали, люди тренировались, люди вышли, поставили классные программы, хорошо показали себя на соревнованиях. И то есть это все от них зависит, а не от того, есть очередь или нет. один ушел, да, пошли другие. Ну, нет такого. То есть это все же от самих спортсменов зависит, от их катания, а не от того, там, как принято. Это интересное мнение, ну, конечно. Ваше право так считать, конечно. Это всегда любопытно, когда бывают разные взгляды на какие-то вещи. Тем не менее, да, несмотря на то, что цели улучшаться, цели создавать базис для долгого катания, все же, наверное, фигуристы мечтают об Олимпийских играх. Вы как? Это для вас мечты или цели, или вы вообще как-то олимпиадами, скажем так, не меряете свою карьеру? Ну, наверное, и останется пауза. Но просто цели, они, как бы, и мечты, они на то и есть, чтобы у тебя было как бы, куда двигаться. И в этом же не обязательно как бы, рассказывать, что вот, смотрите, вот у меня цель, вот я к ней иду. К одной цели только в жизни. Их много. Да не то, что даже к одной, не к одной, но просто для меня немного странно, когда рассказывают о вот о чем-то таком, к чему ты там стремишься. Больше личное, что ли, такое? Ну да, больше личное. И мама меня всегда учила, то, что вот поменьше надо рассказывать, и тогда... Молчание — это золото. Да, и тогда больше как бы, тебе в плюс пойдет. И ты солидарен Вот с так. этим, Максим, да? Молчание — золото. На чемпионате России, когда объявили, что будет олимпийский допуск, ну, в принципе, об этом как бы и раньше я писал, нескромно себя похвалил, но тем не менее это официально. А как это вообще все воспринималось внутри, как вы это восприняли? И, наверное, самое, что интересное, на Василису с Максимом, как сказывается это, потому что все равно это, ну, не окно, можно сказать, в остальной мир, но хотя бы форточка, тем не менее, раньше не было и этого. Ну, мы же не являемся первым номером команды, поэтому мы понимаем, что там схема с этим допуском, она очень сложная. Там первый номер, там запасной номер, первый номер, там где-то будет статус нейтрального, дадут ему или нет. Первому номеру не дадут статус нейтрального, вообще никто не попадает. Поэтому это все, как это называется, что это все вилами по воде писано, и поэтому зачем об этом думать? Мысль о том, что надо стать лучше и действие, это идти на тренировку. Там ситуация ведь она очень сложная, потому что скорее всего, не допустят даже до каких-то этапов или еще до чего, это будет только отбор. И потом и даже в этом отборе отбора не будет у нас внутри страны, поэтому от нас вообще ничего тут не зависит. Непонятно, какие результаты при хорошем стечении обстоятельств, при попадании русских спортсменов на Олимпиаду, непонятно ведь какой результат будет. Нет судей, судьи тоже отстранены от судейства. То есть это, скорее всего, будет какой-то результат носить какой-то политический окрас. Но это очень важно для задела, для того, чтобы мы могли бороться дальше. И вот здесь очень интересна мне реакция, например, там, прессы, реакция каких-то специалистов, да. Мы же привыкли приезжать выигрывать, но мне кажется, что это будет достаточно сложно сейчас. И просто даже участие в Олимпиаде. Самое смешное, что мы всегда критиковали своих спортсменов, ты кричал на них, что тебе? Тебе главное участие, олимпийский принцип, ты не пришел на разминку. Мы это все время подавали как такой, очень отрицательный момент. Главное участие. Да, главное участие. Типа как, но сейчас я думаю, что главное участие, и как бы надо, чтобы все понимали это. Потому что дай бог, чтобы кто-то даже в каких-то видах, пусть не полной команды, но чтобы кто-то попал, просто поехал туда. Но очень важно пробить эту стенку.